Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я приглашаю вас связать вместе со мной очень красивые и стильные араны с ромбами. Этот рельефный узор выглядит очень эффектно и современно за счет объемных переплетений и четкой геометрии, которая остается очень актуальной в этом сезоне. Такой узор прекрасно подойдет для создания свитера, например, такого, как вы видите сейчас на экране. Красиво будет выглядеть кардиган или жилет, а также станет интересным акцентом в отделке вязаных изделий, если вы захотите выделить, к примеру, нижнюю часть или же центральную часть этим узором. Несмотря на его кажущийся вот такой сложный внешний вид, в исполнении узор сам по себе не сложный, нужно просто понять его суть, и сразу становится все понятно и просто. Но об этом я буду рассказывать по ходу видео, а сейчас давайте рассмотрим сам узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же ваше изделие вяжется от горловины, узор будет выглядеть очень-очень похожим. Можно сделать его практически идентичным при желании. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Для вязания такого узора подойдет любая гладкая пряжа, а также пушистая, но не с очень длинным ворсом и не в очень рыхлом исполнении. Мой образец связан из тонкой шерсти, здесь 380 метров стопроцентной шерсти в 100 граммах. Вязала я его на спицах номер 3, и вот так он выглядит. Что хочу еще сказать по цветовой гамме. Более выразительно он будет выглядеть в светлой пряже. Если вы отдаете предпочтение темной пряже, он будет тоже смотреться красиво, но как и любой темный цвет, он немножечко будет сглаживать выразительность самого узора. К спицам сам узор не привередлив. Здесь подбирается размер спицы, исходя из рекомендаций производителя и, конечно же, вашей личной плотности вязания. А теперь давайте приступим к практической части. Сразу хочу сказать, что полностью узор, раппорт узора я провязывать сегодня не буду, так как он очень большой. Я провяжу только один вот этот ромб, все остальные выполняются аналогично, и вы легко сможете воплотить рисунок по схеме. А я же в видео просто расскажу ключевые моменты, на что нужно обращать внимание и как какой элемент провязывается практически. Итак, раппорт данного узора составляет 36 петель в ширину и 36 рядов в высоту. Для провязывания одного ромба я набрала 28 петель, 24 петли – это один ромб, плюс по одной петле симметрии справа и слева, так как здесь есть ряд, где начинается раппорт узора с переплетения. И чтобы это переплетение у меня не начиналось сразу около кромочной петли, с этой целью я добавляю по одной петле симметрии справа и слева и, соответственно, 2 кромочные петли. Итак, первый ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю одну лицевую петлю симметрии и начинаю вывязывать сам ромб. 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Далее идет переплетение 3 на 1. Хочу обратить ваше внимание на то, что все переплетения здесь идут по верху 3 петли. Какое бы переплетение не было указано на схеме, потому что здесь есть переплетение 1 на 3, 2 на 3 и 3 на 3. Везде 3 петли будут лицевыми провязываться и сверху. Это первый момент, на который
нужно обратить внимание, чтобы не допустить ошибки с первого же ряда. Итак, я провязываю переплетение 3 на 1. Провязывать его я буду без дополнительной спицы. Если вам удобно с дополнительной, пожалуйста, кому как удобно. Итак, нить перед работой, первую петлю вот таким образом я переснимаю на правую спицу, не провязывая ее. Далее провязываю 3 лицевые. За работой подхватываю непровязанную петлю. Аккуратно снимаю все 4 петли и перед работой на правую спицу возвращаю провязанные петли, а на левой у меня остается не провязанная петля. И вот, когда переплетение выполнено, я ее провязываю. Следующий момент, на который стоит обратить внимание. Когда вы делаете переплетение, нужно смотреть или по схеме, или по провязанному узору, какая петля это будет в следующем лицевом ряду, и сразу задавать и провязывать ее именно этой петлей. Так как у меня это центр ромба, а ромбы выполнены изнаночной гладью, то я эту петлю провязываю сразу изнаночной петлей. Все, следующее переплетение также 3 на 1, но уже влево. Нить у меня за работой. Первые 3 петли я переношу на правую спицу, не провязывая их. Далее провязываю одну петлю. Ее провязываю я ее сразу изначально изнаночной, так как она будет находиться у меня в центре ромба. Далее перед работой на спицу я возвращаю, подхватила и возвращаю на левую спицу не провязанные петли. Также аккуратно спускаю все 4 петли, за работой подхватываю одну изнаночную провязанную и делаю перекрещивание, после чего провязываю оставшиеся 3 петли лицевыми. Далее 2 изнаночные, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и 6. Я закончила сам фрагмент ромба. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. Четные ряды в этом узоре провязываются все по рисунку. То есть лицевые петли провязываются лицевыми, изнаночные изнаночные. Точно так же провязываются они по рисунку, если вы вяжете по кругу. Как на вас петля смотрит, такой вы ее и провязываете. Думаю, здесь сложностей возникнуть никаких не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю петлю симметрии лицевую, далее 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6. После чего у меня идет перекрещивание 2 на 3 вправо. Для этого здесь будут участвовать 2 изнаночные и 3 лицевые петли. Нить у меня перед работой. Первые 2 изнаночные петли я переношу на правую спицу, возвращаю нить как при вязании лицевой глади, провязываю 3 лицевые петли. Далее за работой подхватываю левой спицей не провязанные петли, аккуратно это все снимаю со спицы, перед работой подхватываю уже провязанные петли правой спицей, на левой у меня остаются не провязанные петли. И так как это у меня серединка ромба, я их буду провязывать изнаночными. Раз, два, 2 изнаночные у меня уже были в центре ромба, и вновь выполняю перекрещивание 2 на 3 влево. 3 первые петли лицевые переношу на правую спицу, не провязывая их. Далее 2 изнаночные провязываю изнаночными, так как они идут в центр ромба. Перед работой подхватываю 3 непровязанные петли, аккуратно спускаю со спицы и за работой правой спицей поднимаю уже провязанные петли.
Вот мое перекрещивание. Осталось провязать 3 лицевые, которые не были ранее провязаны. Дальше 6 лицевых петель. 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше петля симметрии лицевая и кромочная завершает вязание ряда. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, провязываю одну петлю симметрии, дальше 4 лицевые, 2, 3, 4 и перекрещивание 2 на 3. Нить перед работой, 2 первые петли переснимаю на правую спицу, провязываю 3 лицевые петли, за работой подхватываю не провязанные 2 петли и переношу их на левую спицу, а правой поднимаю уже провязанные. Перекрещивание выполнено. Это у меня лицевые петли, но так как они у меня будут в серединке ромба, я сразу их буду провязывать изнаночными. Раз и два. Далее 6 изнаночных, которые у меня уже были в середине ромба. И выполняю перекрещивание влево. Нить за работой. Первые 3 петли я переношу на правую спицу, не провязывая. А следующие 2, так как они идут в серединку ромба, я буду сразу провязывать изнаночными. Раз, два. Далее перед работой я подхватываю непровязанные петли и переношу их на левую спицу, а провязанные переношу на правую. Перекрещивание выполнено и осталось провязать 3 лицевые петли. Затем 4 лицевые, это по узору, по схеме, и кромочная завершает вязание ряда. 7 ряд. Кромочная, петля симметрии, далее 3 лицевые петли и перекрещивание вправо 1 на 3. Нить перед работой переношу первую петлю, 3 лицевые провязываю, далее за работой подхватываю непровязанную петлю и перемещаю ее на левую спицу. Далее я ее провязываю изнаночной, так как это серединка ромба. Провязываю изнаночными петли сердцевинки ромба самого. Я их, как правило, не считаю, потому что все видно по рисунку. Далее перекрещивание 1 на 3 влево. Нить за работой. Первые 3 петли я переношу на правую спицу, а 4-ю провязываю изнаночной, так как она уходит в серединку ромба. Далее перед работой подхватываю непровязанные 3 петли, а за работой провязанную. Выполнила перекрещивание, после чего провязываю 3 лицевые. И 3 лицевые по схеме узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 9 ряд. Кромочная, 1 петля симметрии, далее идет перекрещивание 3 на 3. Хочу обратить ваше внимание на то, что это перекрещивание идет в противоположную сторону, нежели вы вот здесь выполняли, когда формировали сам ромб. То есть здесь у нас начало ромба, эта грань, она шла с наклоном вправо. Значит, перекрещивание 3 на 3 будет у меня влево. Для этого нить за работой, переношу первые 3 петли, следующие 3 провязываю лицевыми, перед работой подхватываю непровязанные петли, аккуратно снимаю, за работой на правую спицу возвращаю уже провязанные петли, выполняю само перекрещивание и провязываю 3 лицевые петли. Далее идут изнаночные в центре ромба, которые расположены. 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 и 12 изнаночных петель. И выполняю перекрещивание вправо 3 на 3. Нить перед работой, 3 первые петли переношу на правую спицу, следующие 3 провязываю лицевыми. Далее за работой левой спицей подхватываю не провязанные 3 петли, аккуратно снимаю, придерживая пальцами, и перед работой на правую спицу переношу провязанные петли. Перекрещивание выполнено и провязываю 3 лицевые. Ромб выполнен, ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 11 ряд. Кромочная, 1 лицевая петля симметрии, далее 3 лицевые петли узора и перекрещивание 3 на 1 влево. 3 первые петли переношу на правую спицу, 1 провязываю лицевой петлей. Перед работой подхватываю не провязанные петли, а за работой провязанную. И провязываю 3 петли ромба. Далее вяжу изнаночные петли, не довязывая одну последнюю. По идее их должно быть 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 изнаночных. Одну изнаночную я не довязала. Нить перед работой. Эту петлю переношу на правую спицу, а 3 лицевые провязываю. Далее за работой подхватываю не провязанную петлю. Перед работой подхватываю провязанные петли. И вот эту петлю я буду провязывать лицевой, так как в следующем ряду лицевом она будет у меня лицевая. Далее 3 лицевые по рисунку, петля симметрии и кромочная. 13 ряд. Кромочная, петля симметрии и вяжу сам ромб по схеме. 4 лицевые петли, 3, 4. Перекрещивание 3 на 2 влево. Для этого нить у меня остается за работой. Первые 3 петли я поднимаю и переношу на правую спицу. Следующие 2, они здесь изнаночные, но я их буду провязывать лицевыми. И меняю теперь петли местами. Перед работой подхватываю левой спицей не провязанные петли, а за работой на правую спицу подняла провязанные 2 петли. Теперь осталось провязать петли, которые не были провязаны ранее. Дальше 6 изнаночных, сердцевинка ромба, 3, 4, 5, 6. И выполняю перекрещивание 2 на 3 вправо. Нить перед работой. Первые 2 петли переношу на правую спицу. Следующие 3 провязываю лицевыми. За работой подхватываю не провязанные петли. А перед работой переношу на правую спицу уже провязанные. Затем эти 2 петли я буду провязывать лицевыми, так как в следующем лицевом ряду они будут у меня лицевыми. Далее 4 лицевые по схеме, петля симметрии лицевая и кромочная. 15 ряд. Кромочная, петля симметрии. Сам узор дальше вяжу 6 лицевых петель, 3, 4, 5, 6. И вновь выполняю перекрещивание 3 на 2 влево. 3 первые петли я переношу на правую спицу, нить за работой. Вот эти 2 петли я буду провязывать изнаночными, так как в следующем лицевом ряду они изнаночные. Раз, два. Далее перед работой подхватываю не провязанные петли
и меняю местами вот таким образом. Затем провязываю их с левой спицы. Дальше 2 изнаночные, сердцевинка ромба, и вновь перекрещивание 2 на 3 вправо. Нить перед работой, 2 первые петли переношу на правую спицу, провязываю 3 лицевые, за работой подхватываю непровязанные петли, а перед работой на правую спицу переношу провязанные петли. Вот эти 2 петли я их провязываю изнаночными, так как в следующем ряду они будут изнаночными. Далее 6 лицевых по схеме, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая – это петля симметрии и кромочная. 17-й последний лицевой ряд вот одного ромба. Итак, кромочная, 1 лицевая петля симметрии, далее по схеме 6 лицевых петель, 5, 6, 2 изнаночные и перекрещивание 3 на 1. 3 петли переношу на правую спицу, при этом нить у меня находится за работой. Провязываю вот эту петлю одной изнаночной, так как она в следующем ряду будет изнаночная. Далее переношу перед работой на левую спицу не провязанные петли, а правой за работой подхватываю провязанную петлю и провязываю 3 лицевые. И сразу приступаю к перекрещиванию 3 на 1 вправо. Нить перед работой, переношу одну петлю на правую спицу, 3 петли лицевые провязываю. За работой подхватываю не провязанную петлю, а перед работой переношу провязанные петли. И вот эту петлю я буду провязывать изнаночной, так как в следующем лицевом ряду она изнаночная. И чтобы все это красиво и гармонично смотрелось, я сразу формирую рисунок и петли, как они должны находиться. Далее я провязала 2 изнаночные по схеме, 6 лицевых петель, 5, 6, 1 петля симметрии и кромочная. Вот так этот ромб выглядит в более толстой пряже. Это у меня полушерсть, 250 метров в 100 граммах и спицы номер 3,5. Думаю, что вы убедились, насколько несложный этот оказался узор, несмотря на его визуальную сложность и заморочливость. И учитывая все рекомендации, вы не сделаете ошибок, когда будете вязать себе обновочку. Всем легких петелек и до встречи на канале!